Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Сегодня проведем небольшой обзор и в конце видео проведем необходимое мероприятие, которое очень будет полезно нашим рыбкам. Поэтому, кто хочет это увидеть, не переключайтесь, досмотрите до конца, и вы все поймете. У кого есть желание поддержать канал, становитесь спонсором. Небольшие пожертвования ежемесячные помогут развитию канала и разводни в целом. Ну что, начинаем. Значит, на верхнем ярусе у нас чуть-чуть уменьшилось подросточков тернеции. Немного, но 15 штучек отсюда уплыло. И теперь находятся в других аквариумах. Остальная рыбка чувствует себя хорошо. Ну, здесь у нас по-прежнему гупики и тернеция, производители самцы. Ну и задумчивые анциструсы, которые иногда между собой гуляют, но пока ничего не рожают. Недавно была у них икра. Так, здесь тоже тернеция у нас. Здесь чуть рыбки помоложе. Тоже отсюда вот 10 штучек всего ушло. Ну, вы понимаете, что 10 штучек из такого количества совершенно незаметно. Как-то в этом году не очень охотно люди покупают рыбку. Но ничего. Мы идем планомерно к своей цели. Так, на втором ярусе у нас неон. Кстати, посадил я неон. Ну, правда, не этот, а старичков, которые в соседнем аквариуме. Посадил на нерест. Как-то они неохотно нерестятся, но икра есть. И хорошая, и плохая. В дальнейшем будет видео о нересте неонов. Поэтому, кто не подписался, обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте закрашенный колокольчик для того, чтобы не пропустить это видео. Вот, кстати, с вот этой вот такой компании. Здесь рыбкам больше года, они ни разу не нерестились. Я отобрал производителей и посадил на нерест. И думаю, что-то должно получиться. В любом случае. Неон красивая рыбка. Нравится людям. И мне тоже. Так, здесь у нас еще не нерестившиеся самочки. Хочу их посадить на нерест тернеции. Особенно зеленую спрашивают. Ну, будем работать над этим вопросом. И штербы наши сидят. Задумались. Опять сегодня изображали такой типа нерест. Ну, не пойму. Самец за самкой гоняется. Или самка за самкой. Или самец за самцом. Непонятно. Надо как-то их, наверное, отдельно отсадить. Для того, чтобы... И хорошо их покормить живым кормом и посмотреть. Возможно, это их простимулирует. И мы определим, есть ли там производители в этой компании или нет. Так, 5 самочек розовых тоже уехало к моему товарищу. Будет пробовать их нерестить. Так, здесь тоже наши красавцы. Особенно хочу я показать вам от красных неонов. Вот такая стайка небольшая. Хочу тоже их посадить на нерест. Но тоже это будет в дальнейших наших видео. Мы их попробуем отнерестить все-таки. Я когда-то раз их отсаживал. Получилось получить там буквально там десяток икринок. Что-то они как-то слабовато. Но рыбки выросли. Хочу еще их отнерестить. Так, крапчатые возбудились. Понимаю, что скоро им будут давать кушать. Уже начинают изображать поиски пищи на дне. Ну и здесь тоже у нас самцы красные, синие, желтые. Тоже надо их нерестить. Ну здесь красавцы наши Венесуэла Оранж. И тоже тернеции, которые отнерестились. Они прямо вместе у меня и самцы, и самки живут. Особенно вот красные, вот эти двое. Вот самочка справа. И дальше он самец такой вуалевый.
Тоже был нерест от них, очень хороший. Будет видос. Подробно все расскажу и покажу. А здесь такие красавцы и красавицы. Розовые, желтые, оранжевые. Так, на верхнем ярусе тоже у нас подростки есть тернеции, которые постарше немножко. Разноцветные. Посмотрите. Два анциструса сидят. Что-то они играют между собой. Вот самочка слева и самец справа. Вон там еще одна самочка. Идет тоже, подкрадывается незаметно к подружке, к своей. Возможно, будут нереститься. Вот видите, гоняет она. Та побольше, меньшую отогнала. И самец к ней подкрадывается так потихоньку, потихоньку и подкрадывается. Ну, посмотрим на результат их деятельности. Так, Данио, как всегда, увидя меня на разводне, стремятся вверх, готовы уже принимать пищу. Вот такая рыбка интересная, как и барбусы. Тоже такая прожорливая. Сколько не давай, она будет есть. У меня даже такой случай когда-то был. Оставила тут на одного товарища, чтобы он мне помог покормить рыбку. Он говорит, я даю мотыля мороженого. Они едят и едят, едят и едят. Ну, на следующий день мы посмотрели результат того, что они наели. Ой. Часть рыбки, конечно, пропала, но остальная нормально себя чувствует. Но это было давно, года 2 назад. Еще в начале, когда я только начинал заниматься разводней. Больше такого я не допускаю. Главный лозунг: здоровая рыба — это голодная рыба. Лучше ее не докормить, чем, не дай бог, перекормить. Так, идем дальше. Так, ну здесь у меня производы гупиков. Ну я их как бы не отсаживаю специально. Они вот у себя рожают. У меня вот этот фильтр, вернее не фильтр, а вода туда стекает, малек туда попадает и прямо в самп. И там уже я его тогда отлавливаю. Не забываем показать меченосцев наших, красавчиков. Вообще вся рыбка хочет кушать, потому что у них разгрузочный день был. Я их не кормил, ну вчера, а сегодня вечером кормлю. Поэтому они вот уже в ожидании чуда. Рекомендуется хотя бы раз в неделю, а можно и 2 раза в неделю рыбкам делать разгрузочные дни, чтобы у них лучше переваривалась пища, и они лучше развивались и чувствовали себя. Так, ну здесь у нас гуппи. Тоже отсюда десяток продал я. Красивые такие рыбки. Значит, пробежимся по малькам. Что у нас по малькам? По малькам у нас, вот у нас Данио. Вот такие уже красавчики. Сейчас покажу, вот уже вообще такие рыбки есть, такие по 1,5, по 2 сантиметра даже. Хорошо растут и кушают. Ну, кушают артемию, понятно. Ну, сушку им уже начинают давать размельченную. Растут нормально. Так, идем дальше. Вот, пожалуйста, смотрите, красная тернеция. Красная, розовая чуть-чуть и зеленая. Но все-таки зеленая есть, видите, малечки. Есть и чисто зеленые. Ну, что самец был чисто зеленый. И есть вот полосатый слева вверху. Вот такой полосочку у него уже видно. То есть самочка полосатая. Есть и чисто зеленые, есть и полосатые рыбки. Ну, красные, розовые тоже красавцы. Значит, рядом у нас еще выводочек Данио цветной. Чуть поменьше они, на недельку они поменьше. Ну, позже был нерест, соответственно, рыбка поменьше. Вот такое количество. Хочу их всех вместе объединить, чтобы лучше было их кормить, чтобы в один аквариум бросать, а не по разным распыляться. О, вот еще чуть не забыл. Смотрите. Тоже красная тернеция выводок. Смотрите, сколько рыбы. Тоже еще не кормил мальков, поэтому они такие как бы худенькие. А так развиваются нормально.
Вон их там немерено. Сзади, вон там, смотрите, сколько их. Так капец, тут 1000 точно есть. Ну, будем смотреть и наблюдать за ними. А вот смотрите, какой красавчик, какой выводок у нас. Синяя, желтая. Ну, синяя немного. В основном вот эта вот буряковая такая. Ну, красавчики. Размер такой уже где-то сантиметра 1,5. Хорошая рыбка. Друзья, кто внимательно смотрел видео, наверное, заметил, что я не показываю старичков наших, да? Ну, давайте на них посмотрим. Так, а где у нас... А смотрите, а старичков у нас нет. А старички у нас уехали к другим владельцам. Рыбка крупная тоже людям нужна в огромные аквариумы. Говорят, как раз находка. 400-литровый аквариум. У меня рыбки, я когда-то показывал, там по 5 сантиметров такие большие. Красавцы вообще, будем их забирать. Но я себе 2 оставил. Там красный такой у меня большой, по-моему, желтый. Я положил там, их посадил в аквариум. Ну, там у меня в доме аквариум есть, там где меченосы, там производы и так дальше. Ну, а те рыбки уехали. Но это не беда. Мы в этот аквариум посадим наших малечков, которых я вам только что показывал. Тернецию. Вот эти друзья станут счастливыми обладателями нового жилища. Вот, смотрите, они тут им 10 литров всего воды, а сейчас они попадут в 140. Они вообще будут в шоке. Думаю, может быть, вот этих еще с ними посадите, красных туда. Они там чуть-чуть отстают от них в росте, там на недельку. Но я думаю, в большом объеме они пойдут хорошо в рост. И поэтому мы сейчас их просто возьмем и пересадим всех. И посмотрим, как рыбка себя там будет чувствовать. Итак, друзья, вот смотрите, я с этого нерестовика выловил всю рыбку. Вот, значит, синяя, желтая и буряковая, да? Вот когда задавал мне вопрос подписчик, кто-то из подписчиков, а сколько от браковки? Вот смотрите, вот белая рыбка, видите? Извините, что она мерцает. То есть бесцветная. То есть она как бы тоже красивая своего рода. Ну вот смотрите, например. Вот смотрите, видите, есть вот белые такие, они прозрачные. Тоже рыбка такая, ничего. Ну это не кондиция, это отбраковка, это проброс. Вот она, вот смотрите. Она тоже как бы имеет право на жизнь, но в аквариумах хотят цветных, вот таких красавиц, как эти. И поэтому мы сейчас этих малышей цветных, которые отобраны, вот этих, пересадим в большой объем. Ну что, друзья, начинаем это мероприятие. Смотрите, самы сейчас будут в шоке, они огромные. И тут мелочь пузатая сейчас к ним поплывет. Так, аккуратненько. Они сейчас будут в шоке. Так. Капец. Все. Опа. Рыба в шоке. Мы в восторге от того, что мы это сделали. Смотрите. Ну, она сейчас там нервничает. Столько воды, столько места. Ну, сейчас пройдет полчаса. Она успокоится. Мы ей туда артемии набросаем. И все будет отлично. Смотрите, самы в шоке. Опа, один он там вверху прямо на сама сел. Ну ничего, сейчас все будет нормально. Самочка тоже в шоке. Смотрите, к ней там прибилась толпа. Спрятались под нее и сидят. И там вон тоже. Нашли себе убежище. Но эти малыши не могут понять, что произошло. Сейчас дадим им покушать. Так, прошел час. Дал я рыбкам артемии, любимого ихнего корма. И вот они уже разбрелись по всему аквариуму.
И чувствуют себя просто великолепно. Даже дал им сюда еще аулофоруса. Там чуть-чуть еще он на дне есть, но они потихоньку подбирают. И нормально акклиматизировались. Друзья, вот такой небольшой обзор. Всем, кому понравилось, не забываем поставить лайк, подписаться на канал, кто еще этого не сделал. Ну и до встречи в следующих видео. Пока-пока.